Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно я, как всегда, приветствую своих подписчиков. А сегодня бы я хотел с вами поговорить на тему приложений для операционной системы Android для бесплатного просмотра всевозможного видеоконтента, начиная от фильмов и мультфильмов, сериалов и мультсериалов, заканчивая онлайн-телевидением, спутниковым телевидением и прочим видеоматериалом. Сразу же сделаю небольшую ремарку. Большинство из приложений, которые попали в мой список лучших приложений, ввиду того, что они не показывают рекламу и показывают не только лицензионный контент, соответственно, Google Play в соответствии с своими лицензионными ограничениями не размещает, и, соответственно, устанавливать их нужно будет по отдельным ссылочкам. Все необходимые ссылки вы найдете в описании к видео. Я не хочу строить данное видео по принципу топ-листа, ранжировать приложения по каким-то своим рейтингам. На самом деле я активно использую практически все из упомянутых в этом видео приложений. Более того, они достаточно разнообразны, совершенно бессмысленно сравнивать онлайн-кинотеатры с приложениями для просмотра телевидения. Поэтому просто десятка приложений, которые я активно использую на планшетах, смартфонах, медиаплеерах и так далее. Что ж, поехали, и начнем мы, как это нетрудно догадаться, с приложения YouTube. Наверное, бессмысленно особо вам рассказывать что-либо про YouTube, вы себе прекрасно все представляете. В приложении YouTube можно работать как авторизовавшись в своей учетной записи, так и не авторизовавшись. В случае, если вы авторизовались, то YouTube запоминает ваши предпочтения и старается предлагать вам видео на основе ваших подписок и предпочтений. Если же вы не авторизовались, то в основном YouTube будет вам показывать просто наиболее популярные видео в среднем по YouTube. Вся прелесть YouTube заключается в том, что любой из пользователей может создать собственный канал, начать производить собственный контент, находить своих подписчиков и в конечном счете, заимев какую-то аудиторию, попытать счастье, попытавшись монетизировать собственные видео. На YouTube представлено достаточно большое количество всевозможного контента, в том числе и мультфильмы, и фильмы. Небольшим минусом этого приложения является регулярно показывающаяся реклама. Но вы сами понимаете, что заработок для владельцев YouTube каналов из воздуха сам по собой ниоткуда не возьмется, поэтому реклама здесь нужна. И самый простой рецепт, если вас в YouTube раздражает реклама от меня, это создайте собственный канал и начните снимать собственные видео. Ваше отношение к рекламе на YouTube кардинальным образом изменится. Что ж, а мы поехали дальше. Следующее приложение или онлайн-кинотеатр HD Video Box. Текущая версия на данный момент, у нас, напоминаю, на дворе ноябрь 2017 года, версия 2.8.11. Очень неплохой онлайн-кинотеатр, в котором можно смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы, мультсериалы, телепередачи, аниме. Причем, выбирая какой-нибудь фильм, приложение вам предлагает несколько различных вариантов источников контента, в различных озвучках, в различных редакциях. Даже если фильм не проигрывается из какого-то одного источника, вы тут же переключаетесь на другой, и велика вероятность, что нужный вам фильм вы все-таки просмотрите. Приложение умеет автоматически обновляться, то есть установив его один раз в виде APK файла, в дальнейшем приложение будет автоматически обновлять себя само, не забыв предварительно спросить об этом вашего разрешения. Что ж, а мы идем дальше. Следующее приложение в моем списке. Еще один онлайн-кинотеатр. Приложение HD Резко. И снова замечательное приложение. Также, к сожалению, отсутствующее в Google Play. И по тем же самым причинам, что и HD Video Box. Приложение с очень широкой базой контента, которое включает в себя фильмы, сериалы, мультфильмы и аниме. Одной из интересных характеристик HD резки является размер приложения. Приложение очень компактное, работает очень легко, быстро. По многим параметрам я считаю, что это один из лучших и наиболее профессионально написанных онлайн-кинотеатров, который обязательно должен быть в арсенале любого киномана.
Ну что ж, не будем здесь долго задерживаться, несмотря на то, что это очень замечательное приложение. И идем дальше. Следующий, еще один замечательный онлайн-кинотеатр Lazy Media Plus. Этот онлайн-кинотеатр по размеру приложения и по легкости работы, конечно же, не сравнится с онлайн-кинотеатром HD резко, однако Lazy Media Plus агрегировал себе большое количество онлайн-площадок, библиотек видеоконтента. Через Lazy Media Plus можно получить контент с таких площадок, как Moonwalk, 7BA, Yadoma.tv, Kinolife, Cinema HD и еще огромному количеству анимешных, мультяшных и тому подобных площадок. Вот уж поистине здесь просто кладезь всевозможного видеоконтента на любой вкус. Даже если вы ищете релиз фильма, который вот только-только сейчас где-то появляется, уж как минимум на одной из этих площадок, как правило, он уже появился. Тем самым шанс посмотреть самые свежие фильмы здесь, пожалуй, один из самых высоких. Приложение Lazy Media Plus также позволяет просматривать не только лицензионный контент, естественно, его также блокирует Google Play, поэтому также для установки приложения скачиваем APK-файл, доступный по ссылке в описании к этому видео. В дальнейшем онлайн-кинотеатр будет автоматически обновлять себя сам, при этом не забыв спросить об этом вашего разрешения. Ну что ж, большая тройка онлайн-кинотеатров у нас позади, а мы с вами движемся дальше. И следующий онлайн-кинотеатр, более ориентированный на сериалы, это HD Serials. Здесь весь видеоконтент разделен на 6 категорий, а именно фильмы, сериалы, мультфильмы, мультсериалы, аниме и телешоу. И в этом приложении также очень большая база контента. Все видео детально каталогизированы по различным жанрам. Здесь вы также не увидите никакой рекламы. Приложение написано очень профессионально, достаточно легкое. Использовать его одно удовольствие. А мы с вами неумолимо движемся вперед. И следующее приложение, которое попало в мой список, на этот раз в сторону русского кино. Приложение так и называется «Русское кино», является ответвлением известного онлайн-кинотеатра ТВ Завр. Здесь все видео разделены на разделы фильмы, мультфильмы, сериалы и СССР. Достаточно добротно сделанный онлайн-кинотеатр со своей спецификой. Кто любит наше отечественное, советское, российское кино, уверен, это приложение не оставит вас равнодушным. Единственным негативным моментом этого приложения является то, что часть контента является платным. С другой стороны, лицензионный контент имеет и свои преимущества. В любом случае, количество бесплатного контента в этом приложении достаточно велик. Ну что ж, а мы с вами едем дальше. И седьмое приложение совмещает в себе не только возможности онлайн-кинотеатра, но и практически невозможный функционал бесплатного просмотра платного телевидения, включая даже некоторых спутниковых каналов. Речь, конечно же, идет про Torrent TV. Очень подробно о том, как это приложение устанавливается и настраивается, я уже на своем канале рассказывал, ссылочка будет вверху экрана. Здесь мы находим большое количество ТВ-каналов вперемешку, в том числе и со спутниковыми каналами, такими как, например, Viasat Golf. А кроме того, в приложении присутствуют и еще функции онлайн-кинотеатра, в котором присутствуют 3 раздела. Это фильмы, сериалы и мультфильмы. Вот это приложение уже на самом деле просто имеет нереальные возможности. Что касается моего мнения, то, на мой взгляд, это приложение вообще является must-have. И если вдруг по какой-то причине медиаплеер не поддерживает Torrent TV, то это очень и очень огромный минус этому медиаплееру. Ну что ж, а наше время ограничено, и мы продолжаем двигаться дальше. У нас осталось всего 3 приложения, и все 3 этих приложения являются приложениями класса IPTV. Ну и, собственно говоря, рассматривать эту тройку начнем мы именно с приложения IPTV. Об этом приложении я также уже снимал видео на своем канале. Более подробно об этом можно посмотреть будет по ссылочке вверху экрана.
Приложение достаточно неплохое, поддерживает файлы со списками каналов. Доступны как российские телеканалы, так и огромная база зарубежных IPTV каналов. Недостатком этого приложения является то, что время жизни ссылок вот на эти IP-каналы достаточно часто умирают, и, соответственно, нужно периодически эти файлы со списком каналов обновлять. Но это, наверное, не недостаток приложения все-таки, а недостаток технологии IPTV. Само приложение достаточно удачное и удобное. Я его только могу всячески порекомендовать. Следующее приложение также из разряда IPTV. Это у нас достаточно известное приложение Peers TV. Фишкой данного приложения является возможность просмотра уже закончившихся передач. То есть фактически в приложении реализована функция Time Shift, при помощи которой можно просматривать передачи, даже если вы их пропустили и не посмотрели вовремя. Приложение заточено на управление на сенсорных экранах, и потому на первых порах, если вы начали использовать приложение на медиаплеере, возможно, вы не сразу разберетесь в нем с управлением. Но я вас уверяю, приложение стоящее, с достаточно большим перечнем каналов. Ну и завершающим пунктом нашей программы будет приложение SPB TV. Приложение с очень и очень долгой историей, приложение с очень удобным функционалом, интерфейсом, с возможностью предварительного просмотра того, что именно происходит в канале, непосредственно не заходя на него, что является очень удобной функцией, с достаточно широким перечнем каналов, как российских, так и зарубежных. Вполне себе стоящее приложение, на мой взгляд. Ну что ж, наверное, на этом мой список приложений можно заканчивать. Еще, конечно же, можно было бы упомянуть известное приложение ivi.ru. Однако количество платного контента на нем зашкаливает. И лично я именно по этой причине практически им не пользуюсь. Иногда заглядываю только посмотреть просто перечень новинок, после чего иду на один из более крутых, на мой взгляд, онлайн-кинотеатров и просматриваю понравившийся фильм там совершенно бесплатно и без рекламы. Конечно же, я считаю, что мой список не претендует на полноту. Наверняка вы знаете тоже классные приложения для просмотра видеоконтента, онлайн-телевидения, фильмов, сериалов и так далее. По возможности в комментариях поделитесь наиболее удачными приложениями, которые знаете и используете вы. Думаю, эта информация будет полезна моим подписчикам. Ну а на этом я буду раскланиваться. Всем большое спасибо за просмотр моего очередного видео. В конце я, как всегда, напоминаю, что если вы приобретаете что-либо на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую я и рекомендую, ссылка на них будет в описании к видео. А если вам нравится мой канал и вы хотите сделать его немного лучше, то поддержать его можно по самой нижней ссылке в описании к этому видео. Все, друзья, всем счастливо, пока!